Война. День 136. Ситуация на фронтах. Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил 3 варианта окончания войны. Первый – так называемый жест доброй воли РФ, когда они отводят свои войска на границе 23 февраля. Второй вариант – перемалывание армии РФ и вытеснение на границе силой. И третий вариант – развал России. Рекомендую новое. Да, идет все. 3! Север. Продолжаются приграничные обстрелы Сумской и Черниговской области. Восток. Харьков продолжают обстреливать из реактивных систем залпового огня и тактическими ракетами. Пригороды обстреливают артиллерией со стороны России. В Белгородской области отмечается увеличение количества войск. Помимо 144-й дивизии, теперь туда прибыла 80-я отдельная мотострелковая бригада. Но, вероятно, эти силы планируют в дальнейшем кинуть на славянское направление. Южнее, в районе Изюма, бои все в тех же местах. Краснополье, Долина, Богородичная. Славянск и Краматорск подвергаются обстрелам. Белогоровка захвачена российскими войсками, и они ведут наступление на Григорьевку и Верхнекаменское. Далее бои вдоль трассы Т-1302. В Лисичанске российские пропагандисты свезли украинскую технику, выстроив ее, чтобы показать, что это все якобы захвачено в Лисичанске. А именно, 4 танка Т-64, 1 гвоздика, 2 БМП-2, 8 БМП-1, 2 БТР-80, 1 Саксон, 2 Варты и 1 Казак. Многое из этого действительно украинская техника. Вот правда захвачены они не в Лисичанске, а ранее на разных участках фронта и уже использовались сепаратистами, что можно видеть по плохо отмытым символам Z и V. К тому же никаких кадров в природном брошенном положении никто не видел, а лишь выстроенные на парад. Что касается танков Т-64, так это вообще танки сепаратистов, на которых они воюют, что отмечают некоторые исследователи, например, как можно видеть по характерным отметкам на стволе. На оккупированной территории продолжается уничтожение российских складов боеприпасов, на этот раз в Харцизске и Снежном, вероятно с помощью Хаймерс. Также россияне жалуются на прилеты ракет по их казармам в Ясиноватой, где было уничтожено по меньшей мере 11 солдат. На южном фланге идут бои с незначительными продвижениями ЗСУ. Россияне продемонстрировали пуск точек У, которых у России якобы нет. Удар был нанесен по Гуляйполю. Юг. Партизаны в Новой Каховке уничтожили очередного коллаборанта, полицейского, который перешел на сторону России. Николаевские десантники уничтожили 6 российских танков. Тут любопытен высочайший профессионализм и тактика ведения боя российских танкистов, уничтожение которых попало на видео. Например, 5 танков подорвались в одном и том же месте. У 6-го, видимо, что-то в голове было, и он решил подорваться в другом. Сообщается о очередных взрывах на российских складах боеприпасов в Херсоне, но о продвижении на земле неизвестно. Буду рад, если поддержите видео лайком, комментарием, колокольчиком и подпиской. Вроде как подписка это вообще самое важное. Спасибо за просмотр. Пока.